Satisfactory– это захватывающая компьютерная игра, которая погружает игроков в мир индустриального строительства и управления ресурсами. Игра предлагает уникальный гибрид жанров экономического симулятора и выживания. Все начинается с выбора точки высадки, от которой зависит количество и качество залежей основных ресурсов на местности. Вашего персонажа высаживают на планете со сканером ресурсов и примитивным шокером от недружественных форм жизни. Если не хотите отвлекаться на бои с местной живностью, в настройках игры можно отключить их агрессию. Пару начальных заданий помогают быстро освоиться с добычей ресурсов и производственным процессом. В игре Satisfactory доступно множество различных ресурсов и деталей, которые игрок должен добывать, обрабатывать и использовать для развития своей базы и технологий. Поначалу все просто и понятно. Сканируем область на ближайшие ресурсы и отправляемся добывать первую руду. Устанавливаем главную базу хаб с верстаком и делаем первые шаги к автоматизации процесса производства. Подготавливаем материалы для установки буровых вышек и конвейерной ленты. Собираем небольшое количество листвы для генератора, проводим проводку до первой буровой установки и плавильни. Отличный результат, теперь у нас налажено производство стальных слитков. То же самое делаем для производства медных слитков и цемента. 3 основных ресурса у нас есть, а дальше нужно масштабировать процесс. Искать новые залежи руды, которая обычно охраняется дикой фауной, и заниматься логистикой ресурсов к основной базе. В первое время будет огромная нехватка мощностей электроэнергии. Первые генераторы работают на листве или биомассе, которую нужно собирать вручную. Процесс долгий и скучный. После открытия технологии угольный генератор проблем с электричеством почти не будет. Как только накопим достаточное количество ресурсов, переходим к технологиям, которые открывают нам новые запчасти, постройки, а также скорость и методы доставки ресурсов к производственной линии. Для быстрого передвижения по планете можно использовать такой себе багги-исследователь с ограниченным багажником или один из видов грузового транспорта. Для передвижения по производству можно построить гипертрубы, а также использовать реактивный ранец, ранец для парения, зиплайн или мототележку. Самым эффективным методом доставки ресурсов в больших количествах является монорельсовый поезд. На постройку некоторых транспортных развязок у меня ушел не один десяток часов. Вы только посмотрите на эту красоту. Светофоры, развилки, мосты – все выглядит очень эстетично. Для доставки небольших партий редких компонентов идеально использовать дроны. В качестве топлива они используют аккумуляторы, и расход зависит от расстояния доставки. Сама игра почти без сюжета. Единственная задача – это отправлять некоторые компоненты через космический лифт на какую-то условную базу в космосе. Это нас и двигает постепенно по ступеням технологий. Начинаем с элементарных железных или медных деталей, далее становится доступна нефтяная продукция, потом электроника и добираемся до самой вершины производства – ускоритель частиц. С ростом производства растет и потребление электричества, на производство которого также нужны ресурсы. В дело идет все – от биосжигателей до атомной электростанции с реальными урановыми отходами. Первые 100 часов проходит как режим адаптации, а потом, когда все технологии открыты и есть доступ ко всем ресурсам, начинается совсем другой режим игры. У каждого игрока он абсолютно уникальный. Кто-то начинает переставлять базу с нуля, кто-то выжимает максимум из производства, другие зацикливаются на постройке своего многоэтажного красивого завода с табличками, подсветкой, панорамными окнами и прочим. Satisfactory – это одна из тех игр, которые заставляют продумывать свои шаги наперед, считать расходы ресурсов, потребление электричества, планировать базу для оптимальной расстановки станков и конвейерных линий. С этим помогает интерактивный калькулятор, ссылку оставлю в описании. Понравилось видео? Подписывайся и прожимай лайк. В комментариях можно заказать обзор для любой игры.